Здравствуйте! В этом видео я покажу, как связать вот такую очень красивую, шикарную повязку на голову. Вязание мы начнем с вязания образца. Я для образца наберу совсем немного, буквально 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаю одну петлю подъема, вставляю крючок во вторую петлю от крючка. 1, 2. Завожу крючок и провязываю соединительную петлю. Следующую петлю вставляю крючок, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. То есть вся повязка у нас будет провязана соединительными петлями. Соединительные петли провязываю до конца ряда. Делаю одну петлю подъема, переворачиваю вязание. Здесь у нас есть косичка, вот она. И я буду вязать за заднюю стенку косички. То есть заводить крючок за заднюю стенку косички, захватываю рабочую нить и снова провязываю соединительные петли до конца ряда, заводя крючок за заднюю стенку косички. Я подошла к последней петле, и последнюю петлю я буду провязывать за обе стенки нашей косички. Вот я подхватила первую стенку и вот вторую. Делаю я это для того, чтобы край был ровным и красивым. Так я провяжу в высоту 10 рядов соединительными петлями за заднюю стенку косички. И в конце каждого ряда я буду провязывать за обе стенки косички, чтобы край был ровным и красивым. Вот я связала образец. У меня 10 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Вы вяжете свой образец из той пряжи и крючком того номера, которым будете вязать данную повязку. Узором соединительные петли за заднюю стенку косички, тем узором, которым я показывала на примере этого образца. После того, как вы связали образец, вам надо произвести ВТО, то есть вам надо его постирать и высушить на горизонтальной поверхности. После этого приступать к расчетам. У меня уже есть заранее подготовленный образец, который прошел ВТО, и теперь на этом образце я буду производить расчеты. Первое, что я сделаю при расчетах, я запишу исходное значение. У меня провязано 10 петель, я записываю 10 петель, а в высоту у меня провязано 10 рядов. Записываю 10 рядов. Теперь я измеряю ширину своего образца сантиметром. У меня получается в 10 петлях 4,2 сантиметра. Теперь измеряю высоту моего образца. У меня получается в 10 рядах 2,5 сантиметра. Теперь я определю плотность своего вязания. Я 10, вот это значение, делю на 4,2, вот на это значение. Получаю 2,38 петли в 1 сантиметре. Теперь я 10, вот это значение, делю на 2,5, вот на это значение. Получаю 4 ряда в 1 сантиметре.
Ширина нашей повязки будет равна окружности нашей головы. То есть мы сантиметром измеряем окружность нашей головы и записываем это значение. У меня 56 сантиметров. Окружность головы. Высота нашей повязки будет 12 сантиметров. Высота повязки. Теперь мне надо определить, сколько же нужно набрать петель для того, чтобы получить 56 сантиметров. Я 56 умножаю на вот это значение, на 2,38. Получаю 133,28. Округляю до 134. То есть для того, чтобы получить ширину 56 сантиметров, мне надо набрать 134 петли. Теперь высоту нашей повязки 12 я умножаю на 4, вот на это значение. И получаю 48. То есть для того, чтобы провязать повязку высотой 12 сантиметров, мне надо провязать 48 рядов. Теперь я 48 разделю на 4. Чуть-чуть позже объясню почему. 48 я делю на 4. И получаю 12. Для чего я вывела это значение? Потому что у нас повязка будет состоять из 4 полосок. Поэтому 12 я разделила на 4. Для того, чтобы узнать, сколько рядов мне надо провязать в одной полоске. Получается, в одной полоске мне надо провязать 12 рядов. Вот такие очень достаточно простые расчеты нужно произвести для данной повязки. Затем вы приступаете к вывязыванию вот таких 4 одинаковых полосок. То есть в моем случае я набрала в ширину 134 петли и в высоту провязала 12 рядов. И получила вот такие 4 полоски. Теперь я приступаю к сборке данной повязки. Я беру вот эти полоски 4, и мне надо их вот здесь соединить между собой. Для этого я беру нить, беру первую полоску, завожу крючок в первую петлю, делаю петлю подъема, завожу крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Опять крючок завожу в следующую петлю, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Так соединительные петли я провяжу до конца моей полоски, по всему ее краю. Я завожу крючок в последнюю петлю, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. Затем я беру вторую полоску, завожу крючок в первую петлю второй полоски, захватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю, хорошенько подтянув ее. Вот таким образом я соединю между собой все 4 полоски. Завожу крючок в соседнюю петлю, провязываю соединительную петлю. И так до края моей полоски. Беру третью полоску, завожу крючок в первую петлю, провязываю соединительную петлю, хорошенько подтянув при этом рабочую нить.
Вытягиваю нить подлиннее и отрезаю ее. Смотрите, как я закончу вязание. Я хвостик заведу вот сюда и сделаю такой маленький своеобразный узелочек. Вот я соединила между собой эти 4 полоски. Теперь я буду плести косу. Для этого, смотрите внимательно, я третью полоску ложу на вторую. Первую ложу на третью. Вторую ложу на четвертую. А четвертую ложу на первую. Вот первое переплетение у нас уже готово. Хорошо его подтягиваем, так, чтобы нам нравилось все. Было без дырочек максимально. И теперь дальше уже по аналогии. Оно уже понятно, куда, какие полоски ложить. Наша задача теперь главное хорошо подтягивать, распрямлять, чтобы было красиво и максимально без дырочек. Так, что-то так. Переплетаем до самого конца, пока у нас уже вот эти хвостики прям почти не закончатся. Вот у меня хвостики эти. Я их переплетаю до самого уже победного конца, скажем так. Теперь что мне надо сделать? Мне надо вот эти хвостики соединить соединительными петлями точно так же, как я делала это в начале повязки. Я хватаю эти хвостики, переворачиваю, чтобы было мне удобнее. Беру нить, завожу крючок в первую петлю, захватываю рабочую нить, делаю петлю подъема. У меня тут я немножко плохо хвостик спрятала. Завожу крючок в соседнюю петлю, провязываю следующую соединительную нить. Завожу крючок в соседнюю петлю, провязываю соединительную нить. До конца моей первой полоски я так буду делать. Теперь беру соседнюю полоску, завожу крючок в первую петлю второй полоски, захватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Таким образом я соединяю все 4 полоски между собой.
Вот, посмотрите, я соединила все 4 полоски между собой. Обрезаю нить, хвостики мы затем спрячем. Вот такая полоска у нас, красивая косичка вышла. Такое красивое переплетение. Теперь мы складываем полоску пополам. Посмотрите, вот я прикладываю один край к другому. Беру самый длинный хвостик, который я оставила. Завожу крючок в первую петлю одного края и завожу крючок в первую петлю второго края. И опять же между собой их соединяю соединительными петлями. Захватываю соседнюю петлю одного края и соседнюю петлю второго края. Провязываю соединительные петли. Так я соединю повязку между собой до конца ряда. Вот я уже провязала соединительные петли, вытягиваю нить, и все, что мне осталось, это спрятать хвостики и обрезать их. Теперь повязку я выворачиваю и получаю красивый аксессуар на голову. Вот так очень просто и легко вяжется такая повязка. На голове смотрится очень шикарно и красиво. На этом урок свой я заканчиваю. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Оставляйте свои лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь будет еще очень много интересных и полезных видео для вас.